Ранним утром, когда солнце еще только пробовало на ощупь верхушки вековых кедров, над озером безмолвия поднимался густой, похожий на парное молоко туман. В этом белом мареве мир казался призрачным. Очертания берегов стирались, а звуки приобретали странную глубину и гулкость. Старый рыбак Иван Петрович, человек с лицом, иссеченным морщинами, как кора старого дуба, медленно выбирал сеть. Его лодка, старая казанка, тихо скрипела уключинами. Холодная вода обжигала пальцы, но старик не обращал внимания. За 40 лет жизни в тайге он привык к ее суровому нраву. Рыбалка сегодня была на редкость удачной. Серебристые караси, жирные окуни и пара увесистых щук бились на дне лодки, наполняя воздух запахом свежей тины и озерной прохлады. Иван Петрович уже собирался сматывать снасти и грести к своему домику на сваях, когда боковым зрением уловил движение на кромке леса. Он замер. Тайга не прощает суеты. Старик медленно повернул голову. На прибрежной полосе, среди серой гальки и выброшенных прибоем коряк, стоял медвежонок. Он был совсем маленьким, не больше крупной собаки. Шерсть его, свалявшаяся и грязная, местами торчала клочьями, а бока опали, обнажая ребра. Зверек не рычал и не пытался скрыться. Он просто стоял и смотрел на человека своими маленькими, карими, не по-звериному печальными глазами. «Ну и дела», — шепнул Иван Петрович, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Откуда ж ты такой взялся, малец? Где мать твоя?» Медведица-мать обычно никогда не отпускает своих детей одних, и встреча с одиноким пестуном в лесу — дурной знак. Это значило, что либо с матерью случилась беда, либо медвежонок — изгой. Старик помедлил, глядя на тощего гостя. Жалость — редкое чувство в этих краях, где каждый сам за себя, шевельнулась в его груди. Он достал из ведра крупного карася, еще трепещущего хвостом, и осторожно, плавным движением бросил его на берег. Рыба шлепнулась в метре от медвежонка. Тот вздрогнул, отпрянул назад, смешно задрав нос и принюхиваясь. Секунда. Вторая. Голод победил страх. Медвежонок бросился к добыче, схватил ее зубами и, не оборачиваясь, скрылся в прибрежных зарослях ивняка. На следующее утро история повторилась. Как только Иван Петрович подплыл к берегу, кусты зашуршали, и из тени вышел его новый знакомый. Медвежонок выглядел чуть смелее. Он даже издал короткий звук, похожий на ворчание, будто приветствуя рыбака. Иван Петрович подготовился. Он заранее отложил 3 самые крупные рыбины. «Держи, бродяга», — сказал он, бросая первую рыбу. Медвежонок съел ее мгновенно, почти не жуя. Вторую он съел так же жадно, придерживая ее когтистыми лапами. Но когда старик бросил третью, произошло то, что заставило Ивана Петровича нахмуриться. Зверек не стал есть. Он аккуратно, почти нежно перехватил рыбину поперек туловища, зажал в челюстях и, пятясь, ушел в густую чащу. Так продолжалось неделю. Каждый божий день. 2 рыбы на месте, 3 в лес. Старик начал теряться в догадках. Медведи не делают запасов таким образом. Они либо едят здесь и сейчас, либо прячут добычу, зарывая ее в землю. Но чтобы уносить еду в зубах, как верная собака хозяину, это не укладывалось в голове. Может, у него там брат раненый?
— рассуждал вслух Иван Петрович, сидя вечером у керосиновой лампы. Или сестренка? Но почему тогда он сам не наестся досыта? Любопытство — опасная штука в тайге, но для человека, прожившего полжизни в одиночестве, оно стало единственным развлечением. На 8-й день, когда медвежонок в очередной раз забрал свою долю и скрылся в лесу, Иван Петрович не выдержал. Он привязал лодку, подхватил старую двустволку на всякий случай и, тихо, стараясь не хрустеть сухими ветками, последовал за зверем. Тайга в этих местах была особенно суровой. Вековые ели сплетались ветвями, создавая вечный полумрак. Ноги утопали в глубоком мху, а воздух был напоен ароматами смолы и прелой листвы. Медвежонок шел уверенно, явно по привычной тропе. Иван Петрович, будучи опытным следопытом, держался на расстоянии, ловя взглядом мелькание бурой спинки среди стволов. Они шли около 2 километров, углубляясь в такие дебри, куда даже местные охотники заглядывали редко. Наконец, лес начал редеть, и впереди показалась небольшая поляна, защищенная от ветра упавшим огромным кедром. Корни вывернутого дерева образовали некое подобие навеса или пещеры. Медвежонок остановился у этого импровизированного убежища и тихо, призывно заурчал. Иван Петрович замер за широким стволом сосны, затаив дыхание. Его сердце колотилось так сильно, что, казалось, его слышно на всю округу. Из-под корней кедра показалось движение. Сначала старик подумал, что это другой медведь, но когда фигура полностью вышла на свет, у него перехватило дыхание. Это был мальчик. Маленький человечек, лет 8-9, в когда-то яркой, а теперь превратившейся в грязные лохмотья куртки. Его лицо было покрыто слоем пыли и сажи. Волосы спутались, а глаза казались огромными на исхудавшем лице. Мальчик присел на корточки, и медвежонок, виляя всем телом от радости, положил рыбу прямо к его ногам. «Принес?» — прошептал мальчик слабым дрожащим голосом. «Спасибо, Миша, спасибо, мой хороший». Мальчик погладил медвежонка по голове, и дикий зверь, гроза лесов в будущем, преданно прижался к коленям ребенка, словно домашний пес. Ребенок достал из кармана небольшой самодельный нож, скорее заточенный осколок железа, и начал неумело чистить рыбу. Иван Петрович почувствовал, как к горлу подкатил ком. Он понял все в одно мгновение. Старик решил не пугать их сразу. Он медленно опустил ружье на землю и кашлянул, чтобы обозначить свое присутствие. «Эй, парень!» — негромко позвал он, выходя из тени деревьев. Мальчик вскрикнул и попытался вскочить, но ноги, видимо, плохо слушались его. Медвежонок мгновенно преобразился. Он встал на дыбы, закрывая собой ребенка, и издал угрожающее рычание, обнажив маленькие, но уже острые зубы. «Тише, тише, маленькие!» Иван Петрович поднял пустые руки вверх, показывая, что не несет угрозы. «Я тот самый дед, что рыбу вам давал. Не бойся, Саша. Или как тебя зовут? Я помочь пришел». Мальчик долго смотрел на него, вглядываясь в лицо старика с недоверием, которое свойственно только тем, кто пережил настоящий ужас. Наконец он тронул медвежонка за плечо. «Свои, Миша, свой это. Уйди». Медвежонок нехотя опустился на 4 лапы, но продолжал настороженно следить за гостем. Старик подошел ближе, достал из рюкзака флягу с теплым чаем и кусок хлеба, обернутый в тряпицу. Мальчик схватил еду с такой жадностью, что Ивану Петровичу стало больно смотреть. Пока ребенок ел,
Захлебываясь чаем, старик слушал его сбивчивый рассказ. Его звали Саша. Он приехал с родителями из города в соседний район, к дедушке. 2 недели назад они пошли в лес, просто погулять и собрать немного черники. Тайга коварна. Стоит на минуту отвлечься, сойти с тропы за красивой ягодой, и лес смыкается за спиной, путая направление. Начался сильный грозовой ливень. Саша испугался грома, побежал не в ту сторону, споткнулся, скатился во враг. Когда он пришел в себя, вокруг были только сумерки и шум дождя. 2 дня он бродил по лесу, питаясь прошлогодней клюквой и корнями, пока не наткнулся на старый выворотень. Там он и нашел медвежонка. Тот лежал рядом с огромной медведицей. Она была мертва. Старая рана от браконьерской пули воспалилась, и инфекция забрала силы лесного гиганта. Малыш скулил, тыкаясь носом в холодный бок матери. Саша, сам умирая от страха и одиночества, не смог пройти мимо. Он принес медвежонку воды в сложенной кепке, потом нашел немного сладких корней. Так 2 одиночества встретились в огромном холодном лесу. Они грели друг друга по ночам, свернувшись клубком под корнями кедра. А когда силы мальчика начали иссякать, инстинкт медвежонка подсказал ему выход. Он почуял запах рыбы и жилья человека. И он пошел просить помощи для своего единственного друга. Иван Петрович слушал, и в его глазах, привыкших к суровым пейзажам, заблестели слезы. Он понимал, что произошло чудо. Медвежонок не просто кормил мальчика, он стал его ангелом-хранителем, а мальчик стал смыслом жизни для осиротевшего зверя. «Ну что, герои?» Старик поднялся, вытирая лицо рукавом куфайки. «Пора домой. Родители твои, поди, все глаза проплакали. Там МЧС, вертолеты. А вы тут в самом сердце берлоги спрятались». Дорога назад была долгой. Саша был слишком слаб, и Ивану Петровичу пришлось полпути нести его на спине. Медвежонок шел следом. Он не отставал ни на шаг, то и дело подбегая к старику и обнюхивая свисающие ноги мальчика, проверяя, все ли в порядке. Когда они добрались до берега озера и сели в лодку, медвежонок остановился у кромки воды. Он жалобно заскулил, переминаясь с лапы на лапу. Он понимал, что эта деревянная штука увозит его друга туда, куда ему пути нет. «Миша!» — крикнул Саша, протягивая руку из лодки. «Миша, иди к нам!» Но Иван Петрович мягко опустил руку мальчика. «Нельзя ему, Сашок. Он лесной житель. В городе он погибнет или в клетку попадет. Пусть здесь остается. Я присмотрю за ним, обещаю». Лодка медленно отчалила. Мальчик плакал, глядя на уменьшающуюся фигурку на берегу. Медвежонок долго стоял на гальке, пока туман снова не поглотил берег, превратив его в серое размытое пятно. Вечером того же дня в деревню примчались машины. Встреча Саши с родителями была такой, что даже суровые спасатели отворачивались, чтобы скрыть эмоции. Мальчика сразу увезли в больницу, истощение и стресс давали о себе знать, но врачи сказали, что он родился в рубашке. Иван Петрович вернулся в свою хижину глубокой ночью. Он долго не мог уснуть, глядя на звезды. С тех пор прошло много времени. Саша вырос, закончил школу и стал биологом. Он часто приезжает на озеро Безмолвия к Ивану Петровичу. Они подолгу сидят на веранде, пьют чай с таежными травами и смотрят на темную гладь воды. А медвежонок? Он превратился в огромного могучего медведя. Лесные жители обходят его стороной, зная его силу.
Но каждое утро, когда над озером поднимается туман, на старом месте, у выброшенных коряг, появляется огромный зверь. Он не охотится на людей, он просто ждет. Иван Петрович, уже совсем старый и седой, до сих пор выплывает на своей лодке. Он всегда берет с собой ведро с самой лучшей рыбы. «Держи, Миша», — говорит он, высыпая улов на берег. «Это тебе от Сашки привет». Медведь степенно подходит, съедает свою порцию, а потом на мгновение замирает, глядя на человека. В его взгляде нет дикой ярости, только спокойная мудрость и память о той осени, когда маленький человеческий детеныш спас его, а он в ответ спас человека. Тайга хранит много тайн. Но эта история о дружбе, которая сильнее голода, страха и законов природы, передается из уст в уста среди местных охотников. Они говорят, что в лесу нет ничего опаснее зверя, но и нет ничего преданнее того, кому ты однажды протянул руку помощи в час беды. И пока на озере Безмолвия живет старый рыбак и его лесной друг, в мире остается место для настоящих чудес.